демонстрировал свой, ну, давайте так, какой-то определенный момент, ну, такого сопричастия, да? Значит, мы давайте начнем сегодняшний разговор, Степан Геннадьевич, именно с этого визита, потому что мне кажется, он ключевой вообще в этом глобальном переосмыслении и войны в Украине, и отношений Европы с Америкой, и в принципе позиционирования Запада, да, и США, из того, что они делают, какие шаги пытаются выстроить в дальнейшем, в будущем. Согласны ли вы, что Карл III Трампу привез ультиматум? Честно говоря, даже не задумывался, потому что, по большому счету, на мой взгляд, это настолько несущественные события. Два короля, как написал Трамп, да. У одного задница голая, у второго без одежды. Поэтому что они там делали, как они там друг друга подкалывали. Единственное, что Трамп все время спрашивал короля, почему, где Эндрю? Мой зем Эндрю. Вот. А так, честно говоря, да, там, если заниматься цвета неба политикой, можно клавиатуру долго насиловать на предмет того, что единство и борьба противоречий, кто-то там с кем борется, кто-то кому-то капитуляцию привез. Сегодня Трамп капитулирует, завтра откажется от слов, поэтому ни о чем на самом деле. Угу, то есть вы считаете, что... Так а чего приезжал? Приехал навестить колонию бывшую, подколоть Трампа, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски. Классный подкол. Душевный. Но вот. А в остальном, приехал один старичок к другому, да, там. Монарх, очень уважаемый человек, очень важный, да, в структуре власти, в иерархии и тому подобное. Приехал с Трампом поговорить, наставить его на путь истинный. Ну, вы понимаете, когда вы работаете с душевно больными, там бесполезно наставлять на путь истинный. Можно только играть в их игры и добиваться от них того, что вам нужно. А так, я думаю, это ни о чем визит. Ну, то есть... Попытку сделал, крестик это самое поставил, да, задание выполнено. Задание партии выполнено, съездил к Трампу, все. Результат, я не думаю, что будет какой-либо результат от этого. Ну, Они тоже погодите. серьезно, понимаете, вот есть у неоконов, вот товарищ Рубио выступил с программной речью, да, сказал, что, ребята, как хорошо было жить 500 лет в империи. Колонизировать всех и вся, все прекрасно. А мы решили к этому делу вернуться. Мы будем строить империю, колонии опять будем доить. Вы либо с нами, либо вы нам не мешаете. Все. Все, что Рубио сказал европейцам в своей, скажем так, программной речи. Ну, а остальное, знаете ли. То, Нет, что бриты выступают против завершения войны и всячески, скажем так, используют свою шестерку Зеленского и Украину как оружие, как прокси-войну, ну да, используют дальше что. нет, так Что погодите. американцы Карл против Третий, этого? Нет, стойте, не против. смотрите. Тут же вы сейчас так отметаете. Понятно, что это все как бы такой дом престарелых на выезде. Я тут с вами согласен. То пчелку показал, все там ахнули, чуть, скажем так, не стошнило жену Трампа, да, вот Меланию, то еще там Хорошо, что не что-то. съел. Ну, Это радует. мог бы, понимаете, мог бы. А что там, витамины все-таки, как-никак. Там же какой-то очень интересный десерт им подавали за столом. Кто там в виде улья, там что-то, какой-то бисквит, в общем, такой. Демонстрировали вот это изыски кухонные. Да, были подколы, были намеки. Но по факту, по сути, Карл III пригласил Трампа, ну, в общем-то, не петлять вот это там, не круговерть заниматься по Ирану и там с нефтью играться, с этими всеми блокадами Армуза, а пригласил повоевать с Россией. Перед Конгрессом как выступил, все встали, Да, аплодировали. да, Говорит, давай, да, Трамп, да. повоюем с Россией. Ребята поумнее, похитрее Карла. Есть, которые Трампа заперли на Ближнем Востоке. Поэтому... А заодно играют с нефтью. У бритов там, пардон, дупа на
британский флаг разрывается от всех проблем фискальных, плюс еще высокие цены на нефть. У европейцев то же самое, поэтому, естественно, Карл предлагает то, что ему нужно. Ну, а у Трампа, скажем, у неоконов была своя повесточка. Ну, ее немножко подкорректировали, чтобы они там на Ближнем Востоке остались надолго, если не навсегда, в своей могилке. Вот. Ну, а что? Он может говорить и желать все, что угодно. Ну, американцы, Трамп формально в войну не вернется на Украине. Ежу понятно. Ну, почему? А, Объясните, про- не все же так очевидно. Ну, как? Ну, слушайте, что с ней очевидно? Он вышел из войны, ему дали выйти из войны. Все. Единственное, что он делает, он продает оружие и предоставляет спутниковую и прочую разведную информацию, что очень весьма и весьма существенно. А дальше все правильно. Ребята, вы тут напрягаетесь, европейцы, ищите деньги. Мы больше на это дело ничего не тратим. Зачем обратно ввязываться? Особенно учитывая то, что есть два токсичных вещества в политике сейчас американской. Это Украина и Израиль. Зачем ему лишний раз ввязываться в непонятный конфликт с непонятным исходом? У него сейчас другие совершенно задачи, и он сейчас полностью завяз на Ближнем Востоке. По уши. Вообще, с головой, с макушкой. На Ближнем Востоке сейчас очень активно развивается и раскручивается эта тема. Я хочу, чтобы мы вдумчиво это проанализировали, что Арабские Эмираты выходят из ОПЕК, ОПЕК+. Да, это очень важное событие. И это прям, знаете, некоторые, вот вы так смеетесь, а некоторые прям с содроганием сердца говорят об этом. Мол, смотрите, сейчас они выйдут, а ОПЕК плюс, для понимания, ограничивала арабов, в общем, в количестве нефти. Соответственно, сейчас хлынет много арабской нефти на рынок, Прямо сейчас, и да. развалится Россия. Да, Ну, тогда же да, Советский да, Союз развалился, а сейчас, да, значит, Россия да, развалится. да. Давайте Прям вот клынет. Давайте проанализируем, что это за... Сейчас еще ОАЭ увеличит добычу до 5 миллионов баррелей в день. И все, вообще конец света. Один вопрос, а как они все это будут из своей пустыни вывозить? Маленький вопрос. На самом деле, я думаю, там все банально, потому что еще и Венесуэла что-то тяпнула, что они тоже хотят выйти из ОПЕК. Ну, Кувейт, он Арабские Эмираты, прошу прощения, Дубайский его называю. Дубайск запросил недавно свап линии с ФРС, потому что у них небольшие проблемы с долларовыми долгами. Долларовые активы есть, долларовые долги тоже есть. Ну и как-то поступления долларов в последнее время резко уменьшились, и вообще они, скажем так, балансируют на грани пересаживания на верблюдов. Ну, разумеется, им выдвинули условия, что, ребята, нам нужно немножко тут всех приструнить, развалить ОПЕК. Вы будете добывать, вот как вы говорите, все прекрасно, все замечательно. Ну, а мы вам предоставим, когда вам будет необходимо, доллару ликвидность, чтобы в том числе не выходили из своих грандиозных инвестиций, в том числе и в компании Трампа, и вообще из рынка акций, облигаций американских, так и быть. Ну, во-первых, из ОПЕК вышел в 2019 году Катар. Мгм. Ну, они несравнимы по, на самом деле, резервным мощностям и возможностям Так и добычи. что случилось? Ну, не произошло же Ничего не никакой случилось. катастрофы. Ничего не случилось. Ну, просто Дубайск, он помощнее будет в смысле резервных мощностей, вообще добычи и инвестиций. Потому что они сейчас из этих квот вынуждены, скажем так, лавировать между несколькими крупными нефтяными компаниями, которые ведут добычу, разработку месторождений, деля эти квоты между ними. Ну и вообще, они там, по-моему, добывают 3,5, а якобы могут увеличить добычу до 4,7. Ну, не то чтобы эти там даже максимум 1,5 миллиона баррелей в день делали погоду, но сам факт, что вот мы вышли из ОПЕК, за ними, как нам говорят, могут последовать другие страны. И вообще они уже давно враждуют с Саудовской Аравией, так серьезно сцепились. Потому что там есть две сионистские проститутки на Ближнем Востоке. Это Дубайск и Катарск. А саудиты стали играть немножечко в свои игры. И потом они вышли из
соглашение, так называемое, о петродолларе, который был на 50 лет, вот завершился он 2 года назад. И там много есть теорий, ну, и не столько теорий, что вот надо бы саудитов еще проучить. Ну, да, там и всех пытались проучить в свое время. Но вопрос всегда один. Ребята, вот хорошо, а как вы будете эту нефть экспортировать? Все эти сказочки о том, что вот Армуз вот откроют сейчас. Во-первых, он открыт. Нет, он заблокирован. Нет, 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 это пиндосы там свои блокады, они Нет, можете подождите. гулять там. Иран заблокировал, Не, не, США не, я не знаю, заблокировал. откуда у вас такая информация, что Иран что-то Иран заблокировал. заблокировал Армузский пролив, а Нет, США заблокировали пролив имени нет, Трампа. он не заблокировал. Любое судно может пройти при условии, что это груз предназначается дружественным режимом, вернее, режимом, который не участвовали в боевых действиях против Ирана. Платится тол, который сейчас они будут делить с Оманом, поскольку никаких международных вод там нет. Чтобы вам не говорили, по международному по морскому праву территория экономическая 12 километров. Ширина пролива 21 километр, поэтому Оман и Иран полностью перекрывают, поэтому это их внутренние воды по любому закону, праву, которому вы хотите придумать и найти. Поэтому ничего не заблокировано. Корабли могут проходить, если, конечно, все оплачено в юанях, к тому же. И только вот, поскольку Дубайск, Катарск, Саудовск и прочие шмыри и желтые собаки, рыжие собаки участвовали в боевых действиях против Ирана, для них это закрыто. И будет закрыто. И если вы задумаетесь над тем, что происходит, то у великой морской державы, морского гегемона империи США нет никаких возможностей и сил открыть этот пролив без уничтожения мировой экономики. Потому что если начнутся боевые действия вокруг, снова против Ирана, Ближний Восток просто не станет. Не станет энергетики. Сейчас будет очень веселая у них погода, под 50 жары. Как эти папуасы будут жить в пустыне, когда отвыкли от этого. Без кондиционеров, без воды. Это будет интересно посмотреть. Соответственно, опять же, логистика. Как вы это все будете увозить? Ну, хорошо, у Дубайска там есть в обход Армуза нефтепровод. Может быть, еще один построят. Может быть, они даже построят нефтепровод через Израиль. Как-то вот так, вот, знаете, там Натаньяху бредит этими идеями. Замечательно, прекрасно. Вам уже показали, что может случиться с этим нефтепроводом на примере тех же саудитов. Чик-чик, и нет его. Потом там хуситы не дремлют. Все под их чутким контролем в Красном море. Поэтому теперь Иран контролирует мировую добычу нефти в этом регионе. 1/5, считайте, добычи нефти теперь контролирует Иран. Местный новый гегемон. Но с Вот и все. другой стороны, давайте попробуем разложить очень интересные вещи, которые как бы там, ну, это обычно как бы приверженцы и сторонники, ну, давайте так, Израиля. Я не буду говорить там лобби израильского или там сионисты конкретно. Ну, это вот прям заряженные эксперты, которые произраильские, говорят, слушайте, не верьте никому ничего. В день достаточно крупную сумму получал Иран, он сейчас ее не получает. В стране теперь, получается, нет денег, экономическая ситуация – это реальное Что за удушение. бред? Реальное удушение Что Ирана. они несут? Да, еще режим готов развалиться, мы его снесем за 2 дня. Что вы этих дебилов слушаете? Нет, ну погодите, а где Ирану брать деньги? Как, где? Экспорт нефти продолжается. За последние 72 часа, сейчас вам скажу сколько, 44 иранских танкера спокойно прошли через американскую блокаду. Как? А как? Элементарно. Если вы не слушаете Трампа, этих придурков, то вы поймете, что американские корабли, их там, по-моему, всего штук 15 или 16, находятся на расстоянии как минимум 300-400 километров от побережья Ирана. Боятся, правильно делают. Соответственно, если вы посмотрите на вот эту огромную дугу морскую, вот ее контролируют там 15-16 кораблей.
Значит, что делают иранцы? Они пускают, скажем, конвой танкеров, штук 20, которые идут вдоль иранского побережья, где-то на удалении порядка 100 километров от побережья, где нет никаких ближайшим, нет американских кораблей. А когда они уже подходят, скажем так, к условной точке выхода в Индийский океан, они просто расходятся веером. У американцев просто нет такого количества флота, чтобы их всех контролировать. Ну, может быть, один, два, три они смогут задержать. Это означает, что тут же, сколько задержали, столько кораблей выходит из охоты, скажем так. Ну и все, остальные танкеры спокойно проходят. А Пакистан после выходных и визита Аракчи, они открыли 6 транспортных коридоров на границе с Ираном. И все те морские контейнеры, которые пытались задерживать американцы, они разгружаются в Пакистане и по суше идут в Иран. И все. Плюс у Ирана есть несколько нефтепроводов по суше. Трогать их нельзя. Потому что они совершенно четко сказали. Уже, по-моему, все, даже еврейцы, привыкли теперь понимать, что иранцы, они не бабушки. Что сказали, у них красных линий и нет. Они мочат сразу. Без Хорошо, так а предупреждения. сколько может тогда продолжаться эта история? Пока не ляжет мировая экономика, пока Трампу, скажем так, не в ухо выстрелят, а мимо ушей, между ушей. Сколько угодно, у Ирана все нормально, они готовы. Да, у них сейчас начинаются легкие проблемы с бензином, начинается, скажем так, отпуск бензина не то что по талонам, а нормированный. Но страна готова к трудностям, и у них все хорошо будет. В отличие от мировой экономики и стран, которые... Понимаете, вот люди, которые там какие-то, особенно произраильское лобби, ребята, вы знаете, вы всех убеждали, что вы завалите режим за 2 дня. Вы так обкакались, что даже пришлось увольнять и менять главу Моссада, который все это дело пропагандировал. Поэтому не надо больше их слушать. А в чем сейчас проблема-то? А проблема очень простая. Танкеры, они достаточно тихоходные суда. Пока он там по морю, Синему морю дойдет куда-то. Так вот, сейчас разгружаются последние танкеры, которые ушли из залива перед началом войны. И реальный удар по физическому рынку нефти только-только начинается. То, что администрация Трампа и милашка Бессон каким-то макаром, словами, всяким булщитом, хуцпой могли сдерживать фьючерсы, замечательно, молодцы. А то, что использовали остатки стратегических резервов по всему миру, тоже молодцы, но их мало. Их хватает там на неделю-две. То, что сняли временно санкции с российской нефти на танкерах и с иранской нефти на танкерах, тоже замечательно, прекрасно. Российской нефти, по-моему, было 100 миллионов баррелей, иранской 200 миллионов баррелей. Это все хорошо, это все припарки больному, знаете. А теперь что начинается? Резервов нет, резервов на танкерах нет. И выпадающие объемы нефти, я не говорю уже 20% выпадающих объемов нефти и 30% сжиженного газа. Вот теперь эта штучка такая вот веселая начинает циркулировать по системе. И все, приплыли. И Трамп, как всегда, будучи верен себе, изменил стратегию борьбы с Ираном. Теперь мы будем давить его экономически. Мы не снимем блокаду. Да, таких, конечно, идиотов поискать надо. Ну, Так хорошо, не снимай, тебе же хуже, дурачок. Ты не понимаешь, что происходит в мире? вы когда что подразумеваете под форматом, что вот рухнет мировая экономика? Это с чем сопоставимо? Ну, просто для понимания. Как... Я даже не знаю, с чем это сопоставимо. Понимаете, А, вот был знаменитый нефтяной шок, да? Ну, это была такая, на самом деле, операция американцев. Договорились с израильтянами, договорились с саудитами. Все из себя изобразили непримиримых борцов с Кровавым Западом.
Задача была положить конкурентов экономику Германии и экономику Японии. Таки выполнили задачу. Перестали они быть конкурентами на длительное время. Тогда эмбарго была на нефть, да? Сейчас у вас эмбарго, если говорить об этом, в несколько раз больше. Нефти просто физически нет. Ну, нет, вот нет ее. 20% выпало. Понимаете, здесь у кого были запасы, тому хорошо. У кого могут какое-то время продержаться. У кого не было запасов, ну, все, у вас больше не будет топлива. Будете питаться Святым Духом и ездить на электромобилях. Кроме шуток, и здесь и то, что сейчас американцы резко нарастили экспорт, они увеличили добычу без увеличения практически количества буровых. Сланцевая добыча позволяет. Единственная проблема, что у них уже, судя по всему, скважины прошли свои пики дебита, то есть объединение происходит слоев. Соответственно, они сейчас, скажем так, они не могут восполнить ту дыру, которая образовалась. И то, что бренд, ну, он с привязкой к североморской смеси, то есть, соответственно, это к Европе, стоит на больше, чем на 10, нет, уже нет, не 10, там 126 было, здесь 112, где-то на 15 баксов дороже. Light Sweet временное явление, потому что переориентировались на покупку частично американской нефти. Вот этот вот спред огромный позволяет это делать. Ну, соответственно, там уже цены в Америке выросли на 50% где-то. А вырастут еще больше. Замечательно, прекрасно. Там уже везде стикеры начинают появляться с Харри Трампа, показывающие, говорящие, это сделал я на заправочных автоматах. Вот, и никакого выхода американцев нет. Скажем так, им предоставили возможность выйти, сохранив лицо во время переговоров с этими тремя клоунами. Но клоуны были не готовы. Иранцы готовы были сказать, что, ребят, ну ладно, там мы, в принципе, у нас запрещено нашей религии разрабатывать ядерное оружие. Мы его не разрабатываем с 2003 года. Даже ваша разведка каждый год, с 2007 года в Конгрессе говорит, что у нас нет программ ядерного оружия. Ну хорошо, Трамп, давай ты скажешь, что ты победил. У нас не будет ядерного оружия, у нас его и так нет. Ну, а там обогащенный уран мы, может, скажем, даже с русскими немножко разбодяжим. Но после выходных иранцы резко ужесточили позицию. Они теперь позиции Ирана, они, скажем так, немножко перетусовали 10 пунктов. Теперь вопросы ядерной программы Ирана, они будут решаться после вопросов обеспечения безопасности Ирана, вопросов контроля Амурского пролива. И только третьим когда-нибудь будет пункт о ядерной программе Ирана. Все. Ну, Трамп сдурил. Администрация, вернее, Трампа и еврейцы сдурили. Ну, сдурили, ребят. Вас вообще загнали в угол. Теперь все стоят на вас, смотрят, как на последних идиотов. Индульгенции теперь будут огромные. Ну, есть уже комментарии. Красивый ход, роскошный ход со Есть уже стороны иранцев. свежий комментарий президента Ирана Пезешкиана. Он говорит, что мир стал свидетелем терпимости Ирана, его миролюбивой природы. То, что сейчас Да, происходит под да, названием морской да. блокады, является продолжением военных действий против страны, которая лишь платит цену за свою стойкость и независимость. Продолжение этого несправедливого подхода является неприемлемым. Ну, вот такая формулировка, так вот он у себя написал в социальных сетях. Смотрите, Ну, давай... Иран главное продемонстрировал, что они мирные люди. Они хотят мира, они не хотят вот все уничтожать. Но если американцы нас заставят, типа, то да, виноваты американцы и Израиль. Ребята, мы с ним при чем? Все видят, что США готовится. Ну, то есть там
перебрасывают силы, и там сегодня очень много пресса считала деньги. Кто-то писал 65 миллиардов, кто-то значительно большие суммы называет в комплексе, да. Там этот Слушайте, Джеральд Форд уже ушел. 10 месяцев, ничего себе, плавал, да, то есть... Эй, ну, там моряк, ситуация ты на нем слишком, серьезная, там бунт назревает. ты Им слишком пришлось его вывести. много плавал, да. Да. Если оценить американскую сторону, которая вот это наращивала, и Иран, есть ли, ну, откуда черпать новые вот эти силы для продолжения, вот условно горячей фазы, бомбежек и так далее? Бунт, говорите, на Джеральд Форде был? Ну, слушайте, Джеральд, смотрите, там проблема у американцев с наличием, во-первых, тех же томагавков, а еще более острая проблема с наличием, как они говорят, высокоточных ракет воздушного базирования. То есть они израсходовали там, по разным оценкам практически до 70% запасов. Ну, Китай вообще сидит на них, смотрит. Ну и чая, вы нас с нами, вы чем собираете воевать будете и когда? Позвольте спросить. Я уже не говорю про системы ПВО, у которых больше нет. Выясняется, что практически американцы остались без систем СААД. Радары уничтожены, значительное количество пусковых установок уничтожено. Соответственно, системы противоракетной обороны в Америке больше нет. Нет больше. Ну, это так, мелочи. Самое страшное, они понесли жуткие потери в флоте дозаправщиков. 8 самолетов было уничтожено иранцами на базах базирования на Ближнем Востоке. 2 сбито над Ираком. Это порядка 60% того, что может летать у них. И теперь им придется, скажем так, входить в воздушное пространство Ирана. Если раньше они могли использовать высокоточное оружие с большого расстояния, не входя в воздушное пространство, то теперь придется входить в воздушное пространство. Они очень много уничтожили, конечно, систем ПВО Ирана. Знаете, такие вот насосы, которые надуваются. Благо, Иран закупился на миллиарды долларов у Китая перед войной. Системы ПВО Ирана, иранцы прекрасно понимали, что если засвечивается радар, ну, ему недолго жить. Поэтому они, насколько я понимаю, совершенно осознанно шли на На потери. то, что их будут хорошо бомбить ракетами. Все отбомбили, с ракет практически больше нет. Теперь придется, значит, использовать невысокоточные бомбы. У израильтян точно такая же ситуация, даже хуже. Соответственно, нужно входить в воздушное пространство. А тут, понимаете ли, иранцам вдруг казалось, что они используют пассивные радары. Нам говорят, что они инфракрасные, но они не совсем инфракрасные, скажем так. То есть, источника излучения он не светится. Пассивный радар просто определяет примерную позицию цели. Потом из туннеля выкатывается X-диапазонный радар, производится выстрел, за радар установка закатывается обратно. Поэтому потери американцев сейчас, я думаю, сильно возрастут. Они так уже только в одной этой операции когда была попытка изъятия части обогащенного урана, они потеряли сколько там? 12, по-моему, 14 бортов. Это первое. Значит, Иран не задействовал ракетные города, которые находятся в восточной и северной части страны. Всего у них, по-моему, 57 ракетных городов, так называемых подземных. Они задействовали где-то 1/3. После того, как Иран раздолбал установку изменения погоды в Дубайске, по-моему. Да, в Дубайске. Засуха в Иране. Я не гарантирую, что это прямое следствие одного другого. Засуха в Иране внезапно прекратилась. Теперь воды в Иране вот выше крыши. Но самое главное, что облачность суровая. Идут дожди. И под это дело иранцы очень быстро из ракетных городов растащили пусковые по всей стране.
Планы КСИР, они их озвучили. Планы такие, что если начнутся боевые действия, то в первый день запускается до 1500 ракет, а во второй 1000 ракет. Ну и на этом, я думаю, война закончится. Потому что не станет ни Запускают, стран залива, ни Израиля. ну подождите, а целей столько есть? Все-таки страны залива это достаточно Будут большие уничтожать страны. все. Будут уничтожать энергетику, будут уничтожать опреснители, будут уничтожать нефть и газопереработку, дейта-центры, все. В Израиле тоже. А в Израиле всего там, по-моему, существенных две или три генерирующие цели. После этого еще раз, сейчас там начинается страшная жара, опреснители перестают работать, 75% питьевой воды в Израиле от опреснителей, и на этом сказочка заканчивается. Поэтому иранцы вот спокойно вам показывают. Вот смотрите, вот ПВО у вас нет, как работают наши ракеты, вы видели. Хотите, пожалуйста, мы готовы. Бедного Хексета мучили и продолжают мучить, вот так вот, если честно. И ему там он отдувается как может, конечно. А, Но вот он на слушаниях, да, с сенатором в Сенате, да, там вообще кто-то выкрикнул такое непотребство: Хексет, там ты убийца, ты такой, ты сякой. Его вообще Ну, в бедного, принципе, да, убийца. его Да. бедного атакуют, и девочек ему, и всех ему. Почему? Потому что они же сказали: будем проводить расследование. А где расследование? Ну, я объяснял им, Трамп вообще сказал, что это не мы. нет, Нет, расследование провели, там выяснилось, что произошло. Спасибо, Антропикс, что да, то есть называется. искусственному интеллекту, который выбрал неправильные цели, и я объяснял это, что они будут И проводить не нет, расследование, а они будут исследования, как так получилось, ну, чтобы как-то этот интеллект с ним получилось очень совладать. просто. Два приказа Хексита. Одним приказом он распустил департамент цели определения. Ну, это, грубо говоря, вот у вас есть списки целей. И перед каждой, так скажем так, военной кампании существенной или операции люди, вот этот департамент занимался тем, что повторно проверял и ветировал эти цели. И второе, он тоже, между прочим, дурачок, поставил подпись под приказом, что отменяются правила ведения войны, которые сами американцы устанавливали. Что произошло? Произошло то, что где-то порядка 10 лет назад там было 4 здания поражено. Там были казармы КСИР. Соответственно, эти цели остались как казармы КСИР. А то, что там 3 здания были пустых, а в одном была школа, поскольку проверять было некому, не проверяли. Соответственно, эти цели ушли в базу данных замечательного искусственного интеллекта от Anthropics. Дальше было, в общем-то, понятно, что произошло. Американцы использовали томагавки сейчас, по-моему, 4-й версии, да. Они запускаются по 5 штук. 4 ударных томагавка. Один тоже ударный, но он выполняет роль объективного контроля. Все время на прямой связи с оператором. Что увидели операторы? Были поражено 4 здания. 3 пофигу, то есть там ничего не было. А из одного здания стали выбегать люди. Ага, значит, сейчас мы добьем это здание пятым томагавком, для этого он и есть. Плюс на 4-й серии они еще используют такой прибамбас, как оставшееся топливо. Оно аккумулируется и превращается в боеприпас объемного взрыва, термобарический боеприпас. Ну, соответственно, они увидели, что люди выбежали из здания, побежали в какой-то большой соседний холл, куда повели всех детей. Преподаватели стали подтягиваться, родители. Ну, и 5-й томагавк туда полетел, как раз еще использовал топливо в качестве объемного взрыва. Ну, и мы, в общем-то, наблюдали то, что произошло.
Поэтому Хексет напрямую здесь виноват, он военный преступник. Более того, этот дурачок еще отдавал приказы. Он несет ответственность за уничтожение лодок с рыбаками. Мало того, что уничтожение лодок, так они еще добивали людей после уже попадания в лодку. Все это было в Конгрессе, на слушаниях, в открытом доступе. Поэтому он где-то сродни Трампу. Ну, такой, знаете ли, дурачок, Ну вот который сейчас, может все повесить. сейчас происходит в Сенате советник, ну, в Сенате, да, слушание, сенатор Ангус Кинг, господин министр Хексет, почему мы бросаем Украину, спрашивает у него. Цитата. Хексет. Сенатор, если бы вы снова подняли этот график, я считаю, что это прекрасный график. Я думаю, это именно то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и брала на себя это бремя. Это богатые страны с общим капиталом 20 триллионов долларов против экономики в 2 триллиона. Европа может активизироваться, Европа может это финансировать. Они уже делают это через нашу инициативу ПУРЛ и наше европейское командование. Именно это американский народ и хочет видеть, как другие страны берут на себя ответственность и финансирование. Если это настолько важно для Европы, а я понимаю, почему это так, учитывая вторжение России и храбрость украинцев, тогда европейские страны должны платить за это. Именно об этом говорит график, и такова политика администрации. Ну и говорит, что угроза, ну имеется в виду конфликт в Украине, находится гораздо ближе к богатым дееспособным странам Европы. Именно они должны платить и возглавить этот процесс. Получится ли, как вы думаете, нагнуть? Что возглавить? Ну, как бы нагнуть Европу всецело включаться в Украину. Так они уже всецело включились. Что значит? Американцы не тратят больше ни цента, они делают бабки на оружие. Европейцы даже платят теперь за предоставление разведывательной информации. И оплату у терминалов Starlink тоже скинули на европейцев. Пентагон за это больше не платит. Ну, как долго Так это что- может продолжаться? Но это надо спрашивать европейцев. Нет, если мы сравниваем 20 триллионов против 2 триллионов, ну вот так же, такие же цифры нам дает. И нам все, помните, Ну, нам ладно, постоянно, да, ВВП Евросоюза, да, против ВВП России. нам Да. постоянно говорят, вот давайте сравнивать ВВП. Это означает, вот откуда храбрая вода Зеленского, вот почему он... Ну, надо это сравнивать не ВВП, а возможности ВПК. Возможности ВПК по производству всего и вся. Война, что война в Украине, что война с Ираном, они же четко показали, что у США и у Запада возможности ВПК весьма и весьма ограничены. И это является, в общем, переориентацией военной доктрины на войны с папуасами. Быстротечные, мощные удары авиации и тому подобное. А когда вы ввязываетесь в войну высокой интенсивности, то, скажем так, вы быстро расходуете все свои запасы. А восполнять их вы не можете, потому что у вас нет соответствующих производственных мощностей. А создание производственных мощностей занимает что время, деньги и, самый главный, персонал, которого нет. Одно дело заниматься big data, а другое дело заниматься тяжелым инжинирингом. Две большие разницы. В затратах умственного труда. Тогда получается очень важный момент. Абсолютно эту логику нужно разобрать и понять. Сейчас идет вот эта вся история «Тяни, толкай» с перемирием. В блогеры разные смеются над тем, что Россия вот чуть ли там как пощады просит после ударов по Перми, по Туапсе, после вот того, что происходит. Там же пытались атаковать Крымский мост, там какие-то вертолеты, Орск, Орел, по-моему, или Орск, нет, Орск. В Орск по нефтепредприятию прилетело. Да, я уже счет потерял, да. Ну, то есть очень много, да. И вот поэтому как бы выходит Путин, точнее Ушаков, и рассказывает про разговор Трампа с Путиным, о том, что, в общем,
Путин говорит, будем объявлять перемирие. Зеленский куражится, говорит, это для парада, а это на несколько часов, а потом все будет снова, а мы за полноценный мир. Короче, как-то вот риторика у него такая, что он не шибко на это согласен. И все понимают, почему. Потому что, ну, наверное, 9 мая что-то готовилось. И все, в общем, переживают, будет, не будет перемирие на 9 мая, чего оно даст, даст ли что-то. Ну вот, собственно, так, как мы видели на Пасху, только как бы наоборот. Зеленский первый сказал, давайте. Я, честно говоря, это даже это ниже моего радара, все эти разговоры. Ну, смотрите, Ну, поговорили, ладно. то Черт есть, с ним, ну как говорится. тут вопрос такой. Посмотрим, будет, не будет, объявят, не объявят, как объявят. В общем, как бы перетирают вот эту воду в стуке. Однако, РБК, которая Украина, сообщает следующую информацию сегодня, что Кремль обсуждает с США ослабление санкций в обмен на перемирие без гарантий безопасности для Украины. Прокомментируйте эту новость, если это не вброс, понятное дело. И Это очень важный нюанс. Смотрите, а какой смысл обсуждать что-то с США, если они уже фактически, как мы с вами выше сказали, умыли руки и ушли? они умыли руки, они передали финансирование Европе. Они больше ни цента не тратят, они на этом теперь просто тупо зарабатывают. Но без американской разведной информации, без того же Старлинка, войну Украина вести не в состоянии, в принципе. Запад, вернее, вести украинскими руками не в состоянии. Понятно. Соответственно, они участвуют в войне, но участвуют в войне, скажем так, не то чтобы косвенно, а в гешефт себе, большой гешефт себе. Они ничего не тратят, они только зарабатывают. Что касается Кремля, ну, еще раз, есть замечательный план капитуляции Кремля под названием плана Дмитриева-Виткофа из 28 пунктов. Совершенно официальная информация, можете все прочитать. И судя по тому, как ведет себя Кремль и что он делает, ну, им показали ломаный грош, и они на него купились в очередной раз. Ну, что я могу сказать? Иранцы всем показывают, всему миру, как нужно снимать санкции. Раз и навсегда. Но иранцы не бабушки, они дедушки. И когда тот же Айтала идет, да, весь мир слышит перезвон его стальных яиц. А у бабушек яиц нет. Хорошо, как это отразится? Ну, просто у меня вопрос понятный. У меня такое ощущение, что договариваются не с теми. Ну, вот просто не с теми договариваются. Нет, ну смотрите, Сегодня что вышла... значит не с теми? Ну, вот то и значит. Сегодня вышла Кая Каллас. И говорит, Вышел ежик из тумана, да. и говорит, мы не должны вот это вот просить о переговорах. Это мы должны создать такую ситуацию для России, чтобы она сама к нам пришла. Они создают И вот эти все удары, да. и Да. требовала переговоров. А тут выходит Сикорский, МИД Польши, говорит, вот бы всем европейским политикам такие стальные яйца, как у Каи Каллас. Сама история как анекдот звучит, но по сути-то, ну, такое ощущение складывается, Ну, что... она просто, понимаете, она просто дурочка на самом деле. Она даже мысль свою правильно сформулировать не может. Но идея британская очень правильная. Гибридная война, поэтому что они делают? Они наносят максимальный экономический урон России. Он существенный. И то, что они там собираются производить что-то 120 тысяч беспилотников в год, это не шутки. Конечно, не все из них будут дальнобойными, но значительная часть. Россия огромная страна, все прикрыть ПВО невозможно. Соответственно, вот так они видят, скажем так, нанесение максимального экономического урона. И вот даже посмотрите, например, Туапсе. Да? 3 удара. Били в одну цель, добивали. Это вам не кремлевские, которые постучали по энергетической системе Украины. Та практически легла, они перестали стучать. Здесь профессионалы работают. У них есть план. Плохой, хороший, но он есть. И пока что, судя по всему, он начинает давать результаты. А американцы, ну, что, еще раз. Если они скажут, так, ребят, все, знаете, развединформации больше никого нет, спутников информации нет, у НАТО там свои спутники, вернее, у европейцев, вот пусть они на них сидят. Да, Илончик, давай, заканчивай с этим своим Старлинком.
Все, война закончится очень быстро. Но просто европейцы не потянут войну финансово. Их ВПК не потянет. То есть можно, да, можно бить до посинения. А они это делают, потому что ни разу еще не почувствовали существенной экономической угрозы со стороны России. И, как сказал товарищ Лавров на конференции, где-то он участвовал, по-моему, в Турции совсем недавно, он сказал, ну, может быть, это и хорошо, что никто не знает, где наши красные линии. Мы очень типа терпеливые, терпеливые. Христос терпел и нам велел. Алло, терпилы, теперь вас можно так официально называть, получается. Ну, вот. И с другой стороны смотрим на Аятоллу Иран. Слышь, иди сюда, пиндос. Ты что, хотел ядерку? Плохо себя ведешь, она идет теперь в последнюю очередь. Ой, и смех, и грех. Сегодня в Украине Так обсуждается... бездарно все просрать. Это уметь надо. Талант нужен. Талант. Сегодня, скажем так, обсуждается в Украине, там есть заместитель командующего воздушных сил, он говорит, что, в принципе, смотрите, украинская баллистика на подходе, и вот когда мы начнем бить Ну, не баллистикой, украинская, а европейская, ну, да. вот украинская баллистика. Сейчас вообще там, это если так копнуть и рассмотреть, вот эта компания Firepoint, да, сейчас выходит их там, ну, там очень потужный, как же ж его фамилия? Ну, такая фамилия, которая нравится Димуре. Ему все такие фамилии нравятся. Специфическая. Да, то Специфическая. есть, как бы нет такого слова, чтобы не подошло на фамилию. Да, Короче, да, да, да. и вот он, ну, вылетело просто с головы, сейчас могу найти. Он говорит вообще, что это заказная кампания, что это удар по нацбезопасности. Ну, опубликовали вторую часть, там, новую часть пленок Миндича. А. И, собственно, там вот этот Миндич конкретно пробивает темки для этой Firepoint. Это, мол, бросает тень. А там как? Есть общественный антикоррупционный совет, который, ну, после того, что они услышали, готов заблокировать вообще контракты и закупки с этой компанией. В общем, беда. Гроши нададут, понимаете? Ну, в общем, эта история... Слушайте, там такие откаты идут европейцам, что да, поговорят и успокоятся. Ну, найдут другую компанию, слепят, это дело такое. Конечно, Но сам конечно. факт. Вот есть такой Елизаров, говорит, что начнут бить баллистикой по России, и тогда, ну, в принципе, ну, будут применять тактическое ядерное оружие. Причем он очень спокойно, так вот взвешенно, ну, как бы, бывший Ну, продюсер. зачем его применять? Нет, еще раз. Вот когда люди начинают говорить о тактическом ядерном оружии, а какие задачи оно решит? Вот реально. Что в Украине, что в Иране. Какие конкретные задачи оно решит? Какие задачи, которые не может решить, скажем, применение существующего арсенала обычных вооружений? Никаких. Люди не понимают, что это весьма и весьма оружие весьма ограниченного радиуса действия. Вы можете вынести мост. Ну, мост можно вынести, скажем, и 10 Искандерами. Вы можете вынести туннель. Вы можете вынести электростанцию раз и навсегда. Но то же самое можно сделать конвенциальным оружием, как мы видим. Было бы желание, как говорится. Ну, то есть вы считаете, Поэтому... что не выносят, потому что нет желания, Да, а не потому, что оружие не такое. да. Еще раз, вот есть Иран, есть Кремль. Тегеран и Кремль сравните. Как себя они ведут и какие результаты. Причем там было прямое столкновение с гегемоном и его ЧВК Израиль. Вынесли вообще всех в одну дверь. И все. И ничего не Подождите, сделаешь. ну, вас, конечно, критикуют в плане того, что кто Да, кого, да, кто кого да. вынес, то тоже такой момент, Ну, понимаете? послушайте, скажем так, я, во-первых, никогда не обращаю внимания, даже не читаю, что люди пишут. Мне это глубоко монопенисуально. Потому что, ну, все, как говорилось, так оно и происходит. На это есть причина. Поэтому критикуйте дальше, мне пофигу. Потому что критика не выдерживает никакой критики, скажем так. Тут митинг прошел в Японии, представляете?
А, слава танкеру американскому нет. Нет, митинг Они прошел. отмечали приход американского танкера. Говорит, из, Как манну и- небесную. избавьте нас, японцев, от сближения с США и Израилем. У нас есть, у них там отдельное законодательство после Второй мировой, да, то есть Да, о да, том, да. что они пацифизм у них Да, официальная да. доктрина, то есть они вот прям, ну, то есть без войны, а их военным образом тянут к США и Израилю, они не хотят. И люди вышли там, Ну, не к митинговали. США, Израилю, а против Китая, да, чтобы использовать в качестве Украины, но против Китая. То же самое пытались сделать с Южной Кореей, а сейчас с Филиппинами. Южная Корея, там же они очень хорошо пролетели, ЦРУ и американцы, когда сместили президента последнего. Там же вопрос шел о том, что этот президент ну, практически был шестеркой ЦРУ. Наверное, немногие знают, что в Южной Корее есть американский контингент, порядка 30 тысяч. Но командующий этим контингентом заодно еще командует и корейской армией. Но вопрос был в этом. И сейчас все это дело набирает ход, потому что люди видят, что, во-первых, происходит с Украиной. Дальше они видят, что произошло с союзниками на Ближнем Востоке. Потом они с удивлением узнали, что все, что было из ПВО оттуда, из Южной Кореи, выгребли и отправили на Ближний Восток, где оно было достаточно быстро уничтожено. Задаются вопросы, мы политики и бизнесмены, и люди, собственно говоря, вы хотите, чтобы мы как-то вам доверяли? Что если вы нас натравите, скажем, на Китай или на Северную Корею, вы нас защитите? Поэтому тут урон-то не только у американцев в заливе, он везде. То же самое с Японией. Ну, выкручивают руки, ребята, давайте милитаризируйтесь, потому что нам нужны серьезные союзники. Возможно, и даже возможно, блокада, даже не войне с Китаем, а блокаде Китая. У нас просто флота не хватит. Посмотрите, что делают китайцы, какими темпами они строят флот. М, Как вы отнеслись к стрельбе по Трампу несколько дней назад? Никак. Ну вот тоже, смотрите, вот сегодня, вот сейчас, да, там Фица возмущается, говорит, цены на нефть зависят от того, выспался Трамп или нет. Ну, мол, типа, как это так? Ну, Фица, которому дружбу запустили, но с 1 мая, с завтрашнего дня, казаки уже туда, в общем-то, не идут со своими... Нет, казахская нефть не идет в Германию. Да, вот так. Ну, через Вполне дружбу в возможно, что том он числе. пойдет к Фице, да, да. Через северный ответвление часть в Германию казахская нефть не идет. Немцы вообще остались без казахской нефти, в принципе. Замещаться она ничем не будет. А, Ну, то есть, смотрите, как бы, как вы тогда ну, можете прокомментировать вот эти выпады? То есть на Фица фактически только было совершено такое же нападение. Сумасшедший подошел Ну, не, ну на и Фице было выстрелил. реальное покушение. Да. Ну, слушайте, на Трампа не было ни одного реального покушения. То есть вот это то, что мы Ну, видели на этом ужине, постанова. это цирк. Да в чистом виде. Я думаю, видя рейтинги Трампа, ну, тут, возможно, две версии, но поскольку вот лично мне на это настолько наплевать, даже не интересовался. Ну, так, две версии. Первая – это израильтяне типа показывают Трампу, что чувак, у нас длинные руки, не вздумай тут какие-то непонятные соглашения с иранцами заключать. А вторая версия, что команда Трампа решила провернуть операцию «Золотое ухо-2», ЗУХ-2, попытавшись поднять его рейтинги. Ну, потому что уже мага, да, она просто рассыпается. К тому же люди перестают верить, что покушение было реальным с Зухом, золотым ухом. Понимаете, еще раз, можно там долго анализировать звуки выстрелов, еще что-то, еще что-то. Я всегда предлагал, давайте мы подождем, когда Трамп снимет повязочку с простреленного ушка. Снял через недельку, может, я не помню, через полторы. Батюшки мои, вот это пластический хирург. Даже родинки на месте оставил. Поэтому о чем мы говорим? Но мага уже, да, задается таким вопросом, что это все было притворное покушение, да. Фоточка такая в стиле Ио Джимы
на фоне флага с поднятым «Борис, Борис». Да, вот. Так уже, знаете, я на это смотрю, как на это самое, на так, психу, как это, Дом-2, но здесь Дурдом-2. Так прикольно иногда отмачивают корочки. Нет, ну дурдомом тут выходит Инфантино, тот, который футболом заведует, ФИФА. И говорит, сборная Ирана будет участвовать в чемпионате мира Ну, а 26 почему года. нет? Да, Они отобрались. Иран будет играть в США. Мы должны Да? объединяться, объединять людей, и это наша с вами ответственность. Все, сказал, как отрезал. Это вот сейчас вот новость, она пришла. То есть, понимаете, э, мы в каком-то театре Глумятся, абсурда. как могут. Ну, то есть, там война России и Украины, да, там, эти бьют по объектам нефтедобывающим, гордятся этим, радуются. Интернет полон вот всяких таких восторженных полуботов, полупросто одураченных людей. В это время вот сейчас ударили по Николаеву, ну ничего, зато как Пермь горит, да, например. Или там, ну, то есть, там Ну, война это не лечится. на Это не войне, лечится. понимаете, то есть на прошлой неделе был скандал, и Минобороны Украины отчиталась, да, вот эти там доходяги, которые там светятся аж кожа и кости на А, так передовой. это не жертвы российских пыток. Это, а я думал опять... А, это высушники голодные. А, Да, все, и понял. они прям показывают, то есть Минобороны отчиталась, все нормально, начальство уволено, ну, те командиры, помощь идет, помощь пришла. Они, вот я сегодня показывал это тоже в эфире, приходит помощь, бросают заплесневелый хлеб с бабы-яги, просроченный, ну, с дрона, понимаете? И жрут горох сырой. Почему? Потому что, а как ты его сваришь? А им еще нужно там не просто там сидеть, находиться, отстреливаться, если вдруг чего и как. Ну, быть там под ударами, понятное дело, все видят поле боя. А им еще нужно копать. То есть, говорит, мы не можем поесть, а нам надо копать. Это не просто показывают свой быт, и это уже после того, как вроде как все вмешались. Но тем не менее все обсуждают, а давайте там наемники, а давайте, может, украинцев, мужиков на фронт вытравим с Польши, а тут привезем каких-нибудь там трудовых мигрантов. И мне вот я почему это все набрасываю там, да, потому что кажется, что это какая-то глобальная задумка, ну, общая. И вот эти конспирологи по там, зачистке территорий от людей, ну, они правы. Ну, слушайте, ну, существует план повесточка 2030. Если, скажем так, в ней разбираться, то вы поймете, что, скажем, сокращение популяции двуногих, да, как они называют, плановое замедление экономики, да, для борьбы с потеплением климата. Но, понимаете, знаете, такой дедушка Гор, бывший Да. вице-президент США, такой придурковатый. Почему придурковатый? Потому что когда он с Клинтоном первый раз пришел в Белый дом, это снято, пленку, это все, он посмотрел на портреты президентов, которые висят в Белом доме, так вот головой провел и спрашивает Клинтона, а кто все эти люди? У него морда дебила, поэтому что тут сделать? Но не суть важно. Он же стал большим этим самым деятелем по борьбе с климатическими изменениями, а именно он боролся с глобальным потеплением. И тут я с удивлением пару дней назад читаю, что, по-моему, 76-летний этот товарищ сказал, что, короче, хана, Гольфстрим скоро исчезнет и будет глобальное похолодание. Поэтому, ну, это так, слово. Ну, это шутки шутками, но реально существует эта повестка. Ну, вот думаешь, вот почему голландцы так свирепо, яростно борются с своими фермерами, которых кормят? Все оттуда же. Почему существует, например, план замещающей миграции ООН, так называемой экономической миграции?
Ну, это из серии «Разделяй и властвуй». Да. Мы будем, ну, это первая часть, а вторая, мигранты очень своеобразные существа, специфические мигранты, да, как называют ценные иностранные специалисты. Ну, и вот, чтобы, скажем так, в определенный момент население потребовало правительства разобраться с беспределом, который творят эти люди, особенно в Европе, правительство к ним придет и скажет к своему народу: товарищи, мы сделаем все для вашей безопасности, но вам для этого придется отказаться от последних прав и свобод. Все скажут: да, да, мы готовы. Но, как писали отцы-основатели США, люди, которые готовы пожертвовать свободой ради безопасности, недостойны ни безопасности, ни свободы. Поэтому не надо вот так вот все это специфически, на мой взгляд, воспринимать, что вот именно вот эти вот две территории зачищаются. Нет, зачищается вся Европа, все белое население. В Штатах то же самое, этот вакизм, отрицание белых, отрицание истории, отрицание всего. Глобалистская повестка уничтожения семьи. Почему? А все должны быть одинаковы, никто ничего не должен помнить. Нет семьи, нет передачи знаний, передачи истории. Все нормально. Поэтому, еще раз, вот эти заговорщики, ну, не надо концентрироваться на двух территориях. На следующий шаг чуть поднимитесь и почитайте документы, которых полно в сети, официальных документов. Те же писюльки Шваба, писюльки ООН по поводу замещающей миграции. Задумайтесь, для чего была создана пандемия чумки и тому подобное. И все у вас сразу ставит на место. Может быть. Тогда как закончить войну в Украине? Что? Как войну тогда закончить в Украине? Ну, я давно говорил, как ее закончить. Ну, вы силой говорили. Украине потерять территории, согласиться на нейтральный статус, без армии и тому подобное, и все, она сразу никому не станет нужна. У нее всегда будет безопасность. Она просто никому не нужна будет. Но тут сразу возникает проблема с украинскими активами, которые давно Украине не принадлежат. Разрешение этих вопросов и тому подобное. Я не знаю, честно говоря. Скажем так, с экономической и с военной точки зрения Украину можно было закончить еще этой зимой. Но у Кремля другие какие-то соображения. Дух Анкоридж. Да, друзья, подведем итоги опроса нашего сегодняшнего. Всем большое спасибо, что в нем поучаствовали. Так вот, и Степана Геннадьевича попрошу высказаться. Может ли Трамп убедить, заставить Зеленского пойти на сделку с Путиным? 20% нет, хотя и пытается. 26% нет и не пытается. 26% да, но не делает этого. И 28% чуть-чуть больше. Да, и сделает это, когда ему будет нужно. Сегодня пришла Ну, новость. четвертый вариант. Четвертый вариант. Причем очень просто. Ну, послушайте, у них... Вы думаете, что НАБУ, вот это вот ЧМАПУ, они типа сами ведут расследование? Слушайте, на Западе все пишется. Американская финразведка – это мощнейшая и страшная машина. Там все ходы, выходы записаны, кто, кому, когда. Ну, вы понимаете, Поэтому, чтобы... вот вы подождите, вот вы говорите, мощнейшая машина, мощнее. Если не такие мощнейшие, с Ираном, получается, вы утверждаете, не справились. Приезжает король Карл, еще раз. начинает Вы задницей путаете, крутить. вы Понимаете? путаете, скажем так, есть машина, а есть прокладка между сиденьем и рулем. Машина создана, прокладка говно, да? Вот и все. Машина, ее можно использовать, понимаете, можно выигрывать гонки, а можно раздолбать об первый столб. Да, значит, будем переходить к вашим вопросам. Спасибо, что оставляете вопросы. Начнем с клуба зрителей «Шелест». Режим Блиц, вопросов достаточно. Так, поехали. Миха спрашивает. Степан Геннадьевич, какой ответ будет Кремля на удар-провокацию на парад Победы? Или Бог терпел, нам велел? Как бы вы ответили, будучи в Кремле? Не понял, я не в Кремле, я далеко, к счастью, от Кремля, очень далеко.
Ну, если бы 500 вы были километров. в сегодняшнем Кремле. А, у меня была бы красная кнопка. Ну, если... Все, я бы ее нажал. Но вместо меня там есть Дмитрий Анатольевич. И вся надежда осталась только на него. А почему вы не говорите Путин? Ну, как-то вот Дмитрий Анатольевич порешительный был, на мой взгляд. Он и войну в Грузии начал. И очень быстро. По-моему, Туркменов на место поставил за 3 дня. Когда они арестовали экипажи и 2 76-х, которые перелетали из Афганистана в Россию. Там судебный процесс, еще что-то. Ну, он сказал, я не буду говорить Таджикистан, не помню, но как кому-то из станов. Сказал, что у вас есть 3 дня, иначе все ваши соотечественники отправятся в места компактного проживания на вашей территории обратно. Все. На следующий день все было сделано. Порешительный, товарищ, порешительный, на мой взгляд. Мгм. Значит, вот такой еще вопрос из клуба. Но на А, самом деле я бы, конечно, бил бы не по Украине. Я бы попробовал на крепость 5-ю статью НАТО. На британцах и на прибалтах. И ничего бы не произошло. Ответки бы никакой не было. Все бы обосрались над головой. Так, а смысл? Смысл, еще раз, нанесение серьезного экономического урона Западу и политического. Его можно нести через Украину, просто, скажем, уничтожив энергетику. Я много раз это объяснял. А можно весьма ограниченным количеством ракет, скажем, газовозы уничтожить в Прибалтике, там один запаркован большой. Ну, и в Британии тоже по паре нефтеперерабатывающих заводов и крупных электростанций врезать. И все. И сказать, ребят, НАТО, ждем. У вас есть ПВО, а у вас его нет. Оно все погибло на Ближнем Востоке. А, Хотите, давайте. Марк, я из Одессы, живу в Германии сейчас. У меня вопрос. Почему у тоталитарного Путина рейтинг падает каждую неделю, и это показывают на всеобщее обозрение, а у нашего Бубочки он практически статичен или только поднимается? Ну, местные политологи объясняют это борьбой башен Кремля, я не знаю. Я, честно говоря, не в курсе, ну, как вам сказать, не в курсе, что даже Путин об этом знает. Но почему он падает? Ну, во-первых, рейтинг, который публикуется ЦИОМом, есть еще рейтинги ФСО, а ФСО делает. Не все доверяют, скажем так, в ЦИОМу и правильно делают. А вот если судить по моему кругу общения, ну, он охватывает, скажем так, людей разных достатков, знаний и званий. Ну, рейтинг очень низкий. Почему? Экономика, вот этот идиотизм, который они устроили сейчас с борьбой с VPN, с телегами и прочим, какие-то непонятные белые, желтые, красные списки. Ну и вообще, как Кремль себя позиционирует в этой войне. Все же видят и понимают, что можно сделать. И вопрос, а почему этого не делается? Уже достали 4 года мусолить одно и то же. Поэтому, да, рейтинг падает. Причем я думаю, что он реально на других уровнях и падает значительно быстрее, чем публикует ЦО. Зачем это делается? Зачем это публикуется? Ну, не знаю. Честно говоря, вот, как вам сказать, э, когда ты видишь какую-то общую картину, когда все куда идет как-то, ну и падает, ну и хрен с ним. Ну, ничего не определяющая вещь в данной ситуации, на мой взгляд. Так, вот такой вопрос. Перенесемся в сообщество YouTube. Давайте отсюда, скажем, ваши вопросы. Пользователь пишет: Димура ни разу не жаловался на уровень своего образования. А что если создать точную математическую модель паразитизма в чистом виде? Или это опасно, потому что всплывет во всей красе идеология иудаизм? Тогда что останется обсуждать? Какая телица, рыжая или красная?
Ой, боже мой. Слушайте, я вам отвечу словами этого. Кто участвовал в рекламе МММ первой? Такой щупленький товарищ, Голубков, известный. Леня О, Голубков. Голубков, Леша Голубков. Словами Леши Голубкова. Я не халявщик, я этот самый, как его, Партнер. партнер. Вот так же и про евреев. Они не халявщики, они партнеры. Причем младшие. И все. Они такие, знаете ли, манагеры среднего звена, даже ниже среднего. И, разумеется, они также прекрасно могут выполнять роль громоотвода, если что. Судя по всему, происходящего в мире время настало. Так, Игорь, я в Украине, нет, не так, в Украине за враждебное отношение к избранным 8 лет тюрьмы. А у вас, если серьезно, А у Нюрнберг, нас за отрицание даже Холокоста можно присесть. о как, если серьезно, Нюрнберг лично Гитлера, родственника Ротшильда, не судил. Вместо этого судили эфемерное слово «фашизм». Вопрос, будут ли судить Зеленского или Путина за миллионы трупов в украинской земле или придумают новый ярлык а типа филотолерастофобия и будут судить ярлык, а не непосредственных организаторов геноцида, апартеида славянских народов. Опять этот панславянизм всплывает. Мальчики, девочки, это сионистская штучка, панславянизм, чтобы вы знали. Судить будут проигравших. Тогда они судили Гитлера. Ну, собственно, зачем его судить? Кто его даст судить? Сейчас, скажем так, наиболее дееспособная элита Рейха, в том числе и Гитлер, им дали спокойно выехать. Многие из них, если вы поинтересуетесь, а кто создавал ЦРУ, военные преступники Третьего рейха, ой, да, Третьего рейха создавали ЦРУ. Поэтому никого судить не будут. Если будут, то будут судить жутко проигравших. Поэтому, скажем так, если Зеленский, например, просто до суда не доживет, его ликвидируют. Слишком много знает, слишком любит говорить. Так, вот такой вопрос. Но перед этим он подпишет, он купит, как обычно, страховку на жизнь с определенными бенефициарами на все свои активы, Мгм. за которому позволили подержаться. Вот и все. Все очень просто. Петр, Степан Геннадьевич, официальная пропаганда вещает, мол, Запад постоянно провоцирует Путина на жестокие меры. Но мы на провокации не ведемся. А не получается ли наоборот, что это Путин своими озабоченностями и красными линиями невидимой краской провоцирует Запад все более Да, резкие да, ходы против России? да, да, да. Запад не делает резкие ходы, на мой взгляд. Если вы, скажем так, проанализируете, как работает Запад в своих гибридных войнах, они это называют нарезкой солями. Знаете, солями режут так тоненькими кусочками. И вот они тоже точно так же режут. И если вы отслеживаете, скажем так, выступления Риотта, например, и его предшественника, кто там был такой интересный, Столтенберг. Столтенберг, то они не раз высказывали свое сожаление относительно того, что серьезно воспринимали угрозы Путина. Потому что многие бы вещи они бы делали быстрее и сразу, скажем так, как они сказали. Поэтому Запад, вот мне всегда я привожу такую аналогию вот немецкой овчаркой. Да? Вот где-то в 2-3 года у щенка, ну, уже взрослого особи, в конце концов завершает, вернее, формироваться совершенно четкие определения, где его место в стае и тому подобное. После этого они практически уже не изменяются. Главное, вот до этого срока ему четко все объяснить. Потому что собаки серьезные, умные и тому подобное. Как они это делают? Как он это делает? Ховард как делал? Ну, вот он пробовал. Вот сунется сюда, не дашь по морде, он морду засовывает дальше. Так и Запад.
Ну, попробуем. Опа, никакой серьезной реакции, кроме слов, нахмуренных бровей. Идем дальше, идем дальше. А дальше пустота, непонятно вообще. То хорошо, мы туда все залезем. Вот так оно и происходит. Понимаете, как осторожно тогда сначала поставляли ударные ракеты, все это Киеву очень так осторожно. Потом очень осторожно начинали бить по энергетике российской. Ну, а теперь в фигле можно вообще там по 300-400 беспилотников запускать. Боялись вообще трогать ядерную триаду. А что, так можно было? И никакого серьезного ответа нет, нет. Поэтому они, судя по всему, вот политики нарезания солями переходят уже к рубке мяса. Мгм. Людмила, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что, ОПЕК – это аналогия ООН или действительно действенная организация? Чьи Эмираты Ну, выходят? действенная организация была ОПЕК+, плюс и ОПЕК действенная организация. Они действительно, в общем, скажем так, были в истории демарши членов ОПЕК. И поскольку в ОПЕК, а не ОПЕК+, основным игроком является Саудовская Аравия, они эти страны очень серьезно наказывали. Они просто роняли цены на нефть в пол. И не только роняли в пол, но и, скажем, просто перебивали клиентов у стран, которые себя плохо вели. Офигенными скидками на поставки физической нефти именно для вот этих определенных клиентов. И они, в общем-то, пытались как-то регулировать, в общем, физический рынок нефти. Но физический рынок нефти ОПЕК не регулируются цены. Они регулируются фьючерсным рынком. Потому что просто обороты фьючерсного рынка в сотни тысяч раз больше. Ну, тут чем это грозит? Вот вы так нам Ну, я вам обрисовали. объяснил, чем это грозит. Это ничем не грозит, потому что теперь регулятором ОПЕК будет Иран. А Россия? А Логистики. Россия? Что Россия? Чем будет регулировать Россия? Хорошими отношениями с Ираном. Ну, понятно. Какой вопрос, такой ответ. Ну, вот саудовская нефть будет грузиться на китайские танкеры и уходить в Китай. А нефть из Дубайска всяким нехорошим дядям не будет. Ну, так вот. Ой, так, Денис спрашивает. Добрый день. Слушая про параллели Кремля и иранских, задумался. У Ирана нет сильных континентальных соседей, а есть Восток. А весь Восток висит на двух нитках – вода и нефть, которые Иран может легко перерубить. У России ситуация в корне иная. Безоружную Европу я не верю. Мы многого не знаем, а тот, кто безоружен не будет, об этом орать из каждого утюга. Каждая из стран Европы по отдельности корм, но объединенная Европа – грозный противник. Великая Отечественная это продемонстрировала. Для победы О, боже. необходимо Европу дробить. Тогда все действия кремлевских внезапно обретают смысл. Плавающие красные линии, поставки Ну, нефти, понятно. Так, газа. давайте следующий вопрос. Это бредятина. Что мы А, знаем. Во-первых, это мы не знаем. Начнем с этого. Это вы не знаете. Во-вторых, ну, типа, если у у вас... Дениса, может, это болезненная, но кремлевская стратегия все. Вот такой посыл. Ну, нет, это шипероидный посыл. Сравните Германию в 1939-1940 году, Германию сейчас. И возможности Бундесвера, например, и возможности ВПК европейского. В НАТО есть две армии, американская и турецкая. Больше армий там нет. Посмотрите на то, что сейчас представляет а, военные силы Британии. 1,5 фрегата и половина подводной лодки. Численность численность армии британской, по-моему, 60 или 70 тысяч. У Британии другая мощнейшее оружие, это мягкая сила, так называемая. Здравствуйте. Вопрос, Степан Геннадьевич. Вы говорите, миром управляет три силы. Одна из них Ватикан, а другие кто? Три человека, они силы. Масоны и Масоны, иллюминаты? масоны шестерки. Не, забудьте про масонов.
Масоны бабло просто рубят, и все. 3 человека. Один из них в Ватикане. Но не папа. Мама. А нет, 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 там дедушка как дедушка. Вот. Там, я не знаю, если только с молодым Айтало его сравнивать. Паралин, что ли? Поролон. Да, я эту фамилию не произносил. Ой, ну это ведающие делами, да, именно Ватикана. Так, вот такой еще от Владимира вопрос. Здравствуйте, Степан. В интернете активно идет обсуждение следующей ситуации. Когда будут внедрять цифровой контроль и цифровые деньги? Нужна сила, которая будет расправляться с недовольными, несогласными с новыми правилами. Действительно, начиная от простых людей, заканчивая чиновниками, силовиками, банкирами, олигархами, никому новый цифровой мир очень сильно не понравится. Кто будут те воины, слои, населения, которые будут принуждать принимать эту новую жизнь. И предлагает несколько вариантов. Да? Вот пускай Димура просит, ну вот прокомментирует. Номер один вариант. Натравят, столкнут лбами, назначат верхушкой страны полицаями мигрантов. Не зря же так активно завозят. Второй вариант. Будут прятаться опираться на какой-то слой, класс населения, упор на технологии, условный пример, будут летать дроны или гуманоиды и тупо убивать несогласных. Третий. Устроят жесткий экономический кризис или голод, и люди сами побежат внедрять в себя чипы, штрих-коды и прочее, лишь бы не погибать от холода и голода. Ну и четвертый. Еще больше войн. Кризис, мы к этому идем, это называется безусловный базовый доход. Очень эффективная мера. Хорошо себя ведешь, ты в системе. Плохо себя ведешь, допускаешь всякие мысли преступления, тебе нет в системе. Все. Ну, то есть штрих-код вшил, получишь пайку. Да, да, да. Ну, так образно, если понятно. Добрый вечер. Вопрос Димуре. Сколько лет уйдет на восстановление мировой экономики в случае ее краха в результате глобального финансового кризиса сейчас? Много. Много. Я думаю, что там будет как после 29 года. Потому что, скажем так, как оперируют элиты, не поменялось. И мало кто знает, что после 29 года в США было 2 рецессии. 2 депрессии мощнейших. Первая, которая привела к огромному наращиванию госдолга, всяким социальным программам. Потом все это начали чуть-чуть на тормоза спускать, экономика стала развиваться, вернее, выходить, и потом мы снова накрыли социальными расходами уже и тому подобное. И в конце концов, как нам говорят, смогли выйти только в результате огромных государственных расходов на Вторую мировую войну. И вот с 29-го, считайте, ну, я даже не знаю, с 29-го и по, даже не знаю, какой год назвать, по 53-й, скажем так. Вот длилась депрессия, включая войны и тому подобное. Так, значит, перейдем к чату трансляции. Здесь тоже очень интересно в режиме Блиц. Давайте, а, давайте пройдемся. Вопрос Степану Геннадьевичу. Как нанести экономический ущерб европейским странам без войны, без военной составляющей? Ну, смотрите, уже много раз вам говорил, вот представьте себе на минутку, что вы уничтожаете энергетическую систему Украины. Все, нет больше энергетики в Украине. Атомные станции заглушены. Даже, ну да, заглушены, скажем так. Значит, Европе, экономика Украины перестает существовать. Моментально Европе, скажем, нужно будет выделять не 90, а, скажем, 200 миллиардов, и не на 2 года, а в год. Плюс огромный поток беженцев с Украины в Европу, который снесет вообще все. И все. Элементарно. Влад, Степан Геннадьевич, какой школы экономической мысли вы придерживаетесь? Как относитесь к австрийской и чикагским школам? Ну, Чикагская школа ничего, кроме, скажем так,
описанного в как же, дневнике экономического убийцы ничего не представляет из себя. Австрийская школа, все в ней хорошо, но они очень любят режим центрального банка и очень любят золотой стандарт. Есть такой экономист, его изгнали из австрийской школы, Антал Фикета. Вот его точка зрения на все происходящее, как все должно работать и как оно работает, я бы сказал, мне наиболее близкое. Но его изгнали из австрийской школы. Подвергли остракизму за то, что он не очень любит центральный банк, режим центрального банка и золотой стандарт. Вопрос, Степан Геннадьевич, чем кончится история Японии, которая вшортила нефть на всю котлету, продав кучу фьючей, под которые вылила на рынок все запасы нефти. А когда цена пойдет против них, МК, не понимаю, Слушайте, что такое МК. я, честно говоря, не уверен, что они это сделали. Да, были какие-то разговоры, такая возможность обсуждалась, но я не уверен, что они это сделали. Я думаю, что они этого не сделали. Их вовремя остановили, сказав: ребята, у вас и без этого проблем хватает. Вопрос, А запасы продают все, не только Япония, понимаете, запасы продают все, потому что это было коллективное решение. ну не ОПЕК же, Не ОПЕК, это было Г7. коллективное решение, как же это, Совет экономического сотрудничества, как это так называется. Мгм. Коллективное решение G20. Во. Бюджет России получает доход от нефти через налоги в момент ее добычи. Тогда сверхдоходы от текущих цен на нефть получает не бюджет, а нефтяные компании. Так получается, спрашивает пользователь. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Но к ним тоже придут, как в свое время, к металлургам и скажут: товарищи, у вас сверхдоходы, надо помочь стране. Ну, вот хороший вопрос в духе, как говорится, времени. Вопрос к Степану Геннадьевичу. Как будет праздновать 1 май? Никак. Вы против солидарности трудящихся? Я не против солидарности трудящихся, я против каких-то непонятных навязанных праздников. Эх, шашлычок, вот это все, демонстрация. Да, не, ну, слушайте, у меня, когда я в деревне, я сейчас в деревне, у меня шашлычок каждый день, поэтому праздники не нужны. Почему Россия продает свои ресурсы своим врагам? Что за мазохизм такой? Тут с одной рукой воюют, там нефть и уран продают, они же платят жизнями людей за это. Возмущается Дэн Моб, пользователь. Ну, да, слушайте, я вам отвечу словами Бжезинского, который он сказал, по-моему, в 2000 году, когда его спросили во время конференции что-то про... боится ли Америка ядерного удара со стороны России? Бжезинский-то рассмеялся, сказал: нет, конечно. Когда у вашей элиты 500 миллиардов в наших банках, я этого не боюсь. И вообще вы должны задаться вопросом, есть ли у вас национальная элита. Ну, смешная сумма, 500 миллиардов, она смешная, потому что это было в 2000 году где-то тогда. Артур спрашивает, как считаете, может Зеленский быть агентом Кремля? Сейчас его Ой, как? накачивают Это новая баблом, тема. баблом Это новая Европа, тема. а Да, да, потом да, все эти да, да. ресурсы уйдут в Россию, ведь скажут потом, а Зеля-то нелегитимный? Кого вы баблом накачивали? Не, ну, в принципе, так и должно произойти. Просто при чем здесь Зеленский? Еще раз, вам продавали украинцы, теперь это не украинская территория. Что мы можем сделать? Причем здесь М, Зеленский агент Кремля? Он не агент Кремля. Его вели совершенно другие люди. И он полностью зависит абсолютно от других людей. Поинтересуйтесь, из кого состоит охрана Зеленского. Вопрос Демурия. Почему о перемирии Путин говорит с Трампом и чем может его заинтересовать для него, для этого перемирия, а чем надавить? Не знаю, слушайте, ну, я вообще не вижу смысла разговаривать с Трампом. Слово совсем.
Ну, иранцам сказали, никаких переговоров с этой рыжей собакой. Все, переговоры завершены. Либо капитуляция, либо воюем. Мгм. Кочубей. Вопрос Димурия. Вы согласны, что пока дети элиты не в окопе, это не война, а бизнес? Ну, дети элит, скажем так, трудно даже... Как он... Вот война – это всегда бизнес, да. Вопрос в том, кто на этом делает деньги. Война – это, в принципе, хороший бизнес для банкиров всегда был. И дети банкиров, они практически никогда не были в войсках. Да, дети аристократов были. Но без этого у тебя не было карьеры. Если вы, скажем, посмотрите вот на сейчас на ту иранскую элиту, которая пришла, молодая, да, после уничтожения старой, они все, посмотрите, во-первых, у них у большинства докторские степени, ну, а во-вторых, они воевали с Ираком, они знают, что такое война. Еще раз, дети банковской элиты никогда не воевали. Воевали, если воевали, то дети аристократов. А в основном бабки на войнах всегда и развязывают войны банкиры. Почитайте папашу Форда, его семинальный труд, запрещенный, разумеется, Роскомнадзором. Мгм. Вопрос Димурия. Верит ли он в выборы в России? Нет. Мгм. Что... Свободные выборы нет. Ага. Так, Карине. Карине. Что скажет Димура о Питере Тиле, тот, который из Палантира? Ну, у чувака уже давно измененное сознание. То, что они принимают, это делают, это с вами делает. А так, вот эта вот шайка, да, как их называют, южноафриканская шайка или южноафриканская банда, ну что, нормально через них спецслужбы и Пентагон всякие проекты осваивают и деньги тоже. Это же частные компании, тут же, понимаете, не надо Прачечная. согласовывать там ничего. Нет, 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 нет. Нет. Понимаете, одно дело, вы занимаетесь какими-то ну, такими непонятными, может быть, даже с этической точки зрения вопросами, либо, ну, вот, скажем, НАСА не может же привлечь частные инвестиции, да? Оно живет на бюджет. А если вот все наработки НАСА, а также инженеры, весь инженерный отдел компании Rocketdyne выделить в в одну структуру, назвать ее SpaceX и дать под руководство великому визионеру Максу, Эллону, да, ну и обеспечить его, конечно, контрактами государственными, чтобы была окупаемость, то у вас получится компания SpaceX. То же самое с искусственным интеллектом, с системами слежения, которые разрабатывает этот самый ТИЛь, все забываю, как компания называется. Ну, а то, что он уже давно уехал от приема кетамина, условно говоря. Посмотрите на генерального директора этой компании, как он себя ведет, что он несет. Да на самого Тиля посмотрите. Там он лекции читает под стенами Ватикана об антихристе. Считает, что папа это антихрист. А, Но на самом деле его последняя компания же в этом в Иксе, в Твиттере, они написали следующее, правда, удалили пост. Это, грубо говоря, следующее, что США должны гегемонить по всему миру, используя роботов-убийц и систему глобального доминирования, основанную на роботах и искусственном интеллекте. мгм. Ну, я их называю технофеодалы. Но это не реклама кетамина, это антиреклама кетамина. Влад спрашивает, куда ушло золото, которое продавали ЦБ таких стран, как Канада, Швейцария и другие, предыдущее десятилетие? Как куда? В рынок? В рынок ушло. Куда оно ушло? Вы сказать, кто его купил? Ну, китайцы, судя по всему. Еще есть пара организаций, которые складируют это золото. Андрей, какова перспектива Украины пережить зиму следующую при продолжении конфликта?
Ой, слушайте, я считал, что эту зиму Украина не переживет, но кремлевские меня приятно удивили. Здесь не от украинцев зависит уже все давно. Но даже если не трогать энергосистему, я думаю, она не выживет. Восстановить ее долго, тяжело, многих трансформаторов, многих чего нет. А, Соответственно, пики потребления, насколько я понимаю, начинает уже просто выносить трансформаторы само. Поэтому Вопрос, трудно сказать. вопрос, кто круче, Бзежинский или Киссинджер? Они разные люди, тут нельзя их сравнивать. Киссинджер был простой шестеркой Рокфеллера. Тупо вот шестерка Рокфеллера. Его приметили в свое время еще в нью-йоркском кружке Рокфеллеры. Ну, взращивали и тащили по карьерной лестнице. Стандартная практика. Бжезинский, он в основном за счет собственного ума и, ну, в общем, за счет собственного ума везде вылезал. Мгм. Мгм. Так, Просто вот, ну, элементарно посмотрите, скажем, на наследие Киссинджера и что о нем говорят. О нем говорят примерно то же самое, что у Рокфеллера. Что, ну, зависит от того, кто говорит, что абсолютно бесчеловечный, редкостный ублюдок. И возьмите, скажем, почитайте последнюю книгу Бжезинского, которую он написал в 2012 году, по-моему, в январе. Глобальная неопределенность и там, хаос и место Америки в мире. Почитайте. Весьма и весьма отрезвляющее чтиво, особенно по прошествии 13 или вот уже 14 лет. Многое поймете того, что сейчас происходит. И то, что он предсказывал, сбывается. вопрос. Залужный заявил, что даст детям наказ вернуть все украинское. Урсула фон дер Ляйен, как потомок барона Кноппа и крупнейшего промышленника Российской империи, тоже выполнят наказ прадедов. Нет, не выполнит. Сколько продлится война в Украине, если Россия перестанет продавать энергоресурсы в Европу? Ой. Другой вопрос, ну, знаете, как долго протянет экономика России и бюджет России, если Россия перестанет продавать энергоресурсы в Европу? Понимаете, ну, это совершенно идиотский вопрос по одной простой причине, что ну, не будет Россия продавать энергоресурсы в Европу. Значит, Европа будет их покупать где-то в другом месте. Образуется что? Наценка. Недостача, куда Россия продаст. И Ну, и наценка тоже образуется. ну, Гешефт. Так, давайте вот такой еще вопрос от Васек задает. Васек. Почему в отжатую у Дурова полностью успешную самодостаточную компанию прежде сейчас вкачивают деньги из бюджета России? ну, потому что у нее правильные собственники и правильный генеральный директор. Талантливые бизнесмены. И дети, талантливые дети талантливых бизнесменов. Эффективные собственники, эффективные менеджеры. Имеют ли Нидерланды свои интересы в Украине? Участвуют ли в откате бабла из выделенной помощи своих же граждан? Спрашивает Михаил, гражданин Нидерландов. Я не знаю. Можно узнать, но на данный момент не знаю, даже не интересовался. Ну, давайте закончим вот таким. Значит, тут пишет пользователь Александр Шелес, вот без вопроса, просто передайте Геннадию, что он классный, миллениалы от него в восторге. Спасибо большое. Спасибо миллениалам за ваш восторг. Ой, друзья, Если бы еще алфавит от меня в восторге были, вообще бы жизнь удалась. это да. Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя, всем добра и света, всем, не только миллениалам. Увидимся.
Алфавитным привет и удачи.